Настоящее гастрономическое удовольствие вам подарит это блюдо. Этот суп сочетает в себе нежность и насыщенность вкусов, даря ощущение тепла и уюта. Подготовим овощи. Для начала возьмем репчатый лук. Он придаст аромат и легкую сладость. Нарезаю лук помельче. Также его можно заменить на порей или лук-шалот. Морковь молодая, сочная и сладкая. Она добавит красок вашему супу. А также карамельная корочка при обжаривании сделает свое дело. Очень удобно, потому что готовить будем сразу в кастрюле. Наливаю растительное масло, включаю нагрев и кладу лук. Можно буквально сразу класть морковь, если вы взяли лук-порей. А репчатый я все же немного обжарю. Кастрюля с толстым дном, помешивая, готовлю несколько минут. Тем временем возьму картофель, один средний, и нарежу его на крупные кусочки. Кастрюля у меня на 2 литра, поэтому одной картошки будет достаточно. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под видео. Добавлю к луку с морковью и обжарю вместе на среднем огне еще около 2 минут, помешивая. Затем добавлю воду, где-то литр. Этого количества достаточно, потому что дальше будут другие продукты, которые дадут объем. Когда вода закипит, снимаю пенку и готовлю минут 7 на медленном огне. А пока вымытый брокколи разрезаю на соцветия. Это может быть и цветная капуста, но у брокколи красивый зеленый насыщенный цвет. Некоторые сорта черри могут быть даже слаще, чем обычные помидоры, поэтому я взяла их, но можно заменить теми, которые у вас есть. Нарезаю помидоры просто на 2 половины. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик оповещений, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Следующий компонент – это рыба. У меня жирных сортов. Форель, лосось, скумбрия содержат омега-3 жирные кислоты. Они необходимы для нашего организма. Также рыба имеет более насыщенный вкус. Крупные кубики дольше сохранят форму и останутся целыми в супе. Прошло около 10 минут. Теперь добавлю молодой зеленый горошек. Заменить можно и консервированным. Брокколи. Сливочный сыр. Когда он разойдется, суп будет кремовым, насыщенным и ароматным. Варю еще 3 минуты до растворения сыра. Дальше рыба. Пока рыба с овощами готовится, нарезаю зелень, какая есть. Укроп, петрушка, базилик, соль, специи, прованские травы. Также добавляйте по вашему вкусу. Быстрый суп с банкой консервированной фасоли и великолепный суп с сырными шариками уже ждут вас в заставках к видео. Приятного аппетита!